Всем привет! Вы на канале Дженнис Джеб, и сегодня мы на Майорке. Что мы тут забыли? Я со своей лучшей подругой Ксенией, у нее в гостях. Ксения, расскажи, пожалуйста, о себе и о ресторане, из которого мы сегодня заказали еду. Всем привет! Я блогер, журналист, создатель контента. Я занимаюсь медиасферой профессионального рестлинга. Я интервьюирую рестлеров, освещаю ивенты, но также я делаю лайфстайл-контент тоже. И я всегда говорю, что еда — это моя вторая основная любовь после рестлинга. Так что я очень рада здесь быть, и я excited. Мы заказали еду из ресторана, который называется пиццерия Кан Пилут. И по названию пиццерия можно подумать, что это пиццерия. Но, однако, нет. Это больше итальянский ресторан, но он с очень таким прям тяжелым испанским влиянием. То есть у нас там будут конкретно традиционные испанские блюда некоторые, но парочка итальянских тоже. Это такой фьюжн, считай, испанского и итальянского. Звучит очень вкусно, потому что обе кухни невероятно вкусные. И еще потому, что мы валялись у бассейна 3 часа, и мы очень голодные. Я, кстати, не знаю, что заказала Ксюша, но это не сильно будет отличаться от обычного обзора, когда я просто не помню, что я заказываю. Каждая позиция для меня — это сюрприз. Я тоже абсолютно ничего не помню, поэтому если вдруг увидите телефон в кадре, я пытаюсь вспомнить, что это за еда. Тоже нужен телефон в кадре, чтобы смотреть, что я заказывала, что как бы это должно было быть, на что это должно было быть похоже. Похоже, да. Лот номер 1. Лот номер 1. Салат. К нам приехал некоторый салат в открытом виде. У нас инсалата ди кампо, то бишь деревенский салат. Меня сейчас смутило то, что он приехал открытый, и там можно было в него плюнуть нам. Наверное, вот так делать лучше не надо, лучше мне привставать. А почему ты не хочешь включить переднюю камеру и на переднюю камеру снимать? Ну, сразу видно, блогер опытный, не то, что я. Блин, так же всегда можно было делать. Что мы тут видим, давайте рассмотрим поближе. Мне очень нравятся вот эти вот нежные листочки, я не знаю, что это. Мне тоже вот эти круглые листочки нравятся. Это что-то связанное со свеклой? Это ботва свеклы? Нет? Я, возможно, что прямо кардинально путаю с чем-то. Помидор большой, красивый, какая-то морква. Артишоки вообще. Что очень много, я тут вижу артишок. Сырая морква, на которой у меня аллергия. Поэтому я буду чистый. Отлично. Яйка. Так, много зелени. Помидоры какие-то бледные немножко на мой вкус. Помидоры, ну да, что-то как-то нужно было поярче придумать помидоры. Да, чтобы ввести вас в контекст, на Майорке с доставками довольно-таки туго. Некоторые работают только вечером, большинство ресторанов не доставляют вообще. Я листала сегодня приложение, когда я выбирала ресторан. Там было, вариантов, может быть, 10, если не считать всякие Макдональдсы, Тако Белл и так далее. Так что я нашла максимально испанский, который был аутентичный. Это итальянский жест, однако. Ну, он же испанско-итальянский. Хорошо. На Кипре просто море доставок. Киприоты прям максимально освоили доставки. Да, прям тупо кофе и какой-то маленькой булочки. Прикольно. То есть даже вот такой вот мелочи. Мне кажется, курьеров много. Теоретически есть доставка Старбакса, но не до нас. Доставка Старбакса — это что-то на очень... Да, в Америке есть доставка Старбакса. Полагается ли нам к этому салату какой-нибудь соусец? А есть там в пакете какой-нибудь соусец? Не знаю. Нет. Нет, соуса не полагается. Честно, даже не знаю, что тут пробовать, потому что мелко накромсанные овощи нет. Мне кажется, нужно наколоть все, кроме морковки для меня, чтобы было, скажем, яйцо, артишок и листик. Это кто? Артишок? Какая полка. Слушай, артишок мне прям зашел. А весь остальной салат как-то обычный. Ну, да, ему явно не хватает какой-то оригинальной заправки, хотя бы в целом хоть какой-нибудь. Там явно есть какая-то заправка. Ну, типа масло, оливковое. Я чувствую какую-то кислинку. Откусывай. Прям такой прижаренный. Отсюда и кислинка. Артишок то. Артишок супер. Во-первых, я на Майорке видела очень много, не видела его. Артишоки, испанцы очень любят артишоки. Во многих испанских блюдах они присутствуют. И они их, видимо, реально умеют готовить, потому что артишок — это не тот овощ, который готовить легко. Это овощ-челлендж. Это такой максимальный уровень сложности овоща. Да. И ты покупаешь этот огромный овощ, а вот эта сердцевина, ты там до нее пока доберешься, там курица в утке, яйцо в утке, игла в яйце, там пока доберешься до середины артишока, и от него уже ничего не останется. Артишок тащит. Нафиг соус. Ну, я бы полила, наверное, еще, может, оливковым маслом. Ну да, как-то он суховат. Немножко суховат, да. Ну, какая-то колючка от артишока во рту, по-моему. Смотри, какие колючки. Ну, вообще-то это как бы негативный момент. Ну да, они прям конкретно колючки. Посмотри, какие они колючие. Я не прошу тебя их трогать, потому что они были у меня во рту. А я потрогаю. Я думаю, что я бы не умерла, если бы она мне куда-то впилась. Она все-таки, сам артишок мягкий, но, конечно, это минус.
Понравилось, не понравилось. Во-первых, салат лично мне очень хочется доесть. И это вряд ли это связано только с тем, что я голодная, как собака. Скорее, это связано с тем, что салат очень вкусный и артишоки очень крутые. Стала бы заказывать еще раз. Ну, если мы придем в этот ресторан и остальные салаты мне будут нравиться меньше, да, я бы заказала еще раз. Ты? Да, я бы тоже. На самом деле, я к салатам довольно-таки лояльна, потому что мне нужен салат обычно с приемом пищи. Я люблю салаты. И артишок — это, конечно, звезда этого салата. Он был лучший элемент этого салата, даже несмотря на то, что он был колючий. Заказала бы еще раз, да. И, кстати, еще интересный момент, что качество самого салата тоже довольно-таки хорошее. Особенно учитывая то, что он ехал 40 минут к нам в доставке. И на горячем. А когда и ставят сверху на горячее, теплота поднимается. Да, и он все равно довольно-таки бодрый, у него чистые, свежие, не пожелтевшие срезы, так что это тоже плюс, я считаю. Приятно, да, хороший, гуд. Если вдруг вы окажетесь на Майорке, заказывайте смело. Следующее, кстати, вот остальные коробочки все довольно-таки аккуратно запакованы. И она, кстати, прям конкретно горячая. Может, отклепить вот так? Да, наверное, они это так и задумывают. Я думаю, что надо так, да. Кстати, мокро уже. Тут мокро. О, тут все мокро. Это крокеты. В общем, да, как и многие доставки, довозить темпуру и все такое жареное, фритюренное почти никто не умеет. Да. Никто не может догадаться положить как это, пергамент. Да, что-то впитывающее, короче говоря. Когда оно все доезжает вот так вот, оно все мокрое, фритюр размокает, он становится вообще не хрустящим, и это прям сильно негативно влияет на вкус блюда. Это сорти крокетов. Крокеты — это очень любимая испанская вещь. Это такое, это же тесто, наверное, да, плюс картошка в кляре обжаренная. Мы не знаем, в принципе, какие нас ожидают начинки. Даже в описании блюда в приложении у нас нет списка начинок, но обычно довольно-таки традиционные. Это шпинат, вон он зеленый, я его вижу, хамон, рыба. Так что будем испытывать судьбу. Будет казино у нас сегодня. Казино 3 топора. Это кусок теста. Что это? Что это? Это что-то очень интересно. Это лук. И на нем морковка сверху. Золотое кольцо. Там еще одно есть. Вон. Да, отлично. Давай чокнемся кольцами. Пум. Он хрустит. Что это? Что это было? Мне надо вводить людей в лор про неправильный привкус. Явно задумывалась, что это должно быть более хрустящее. Сейчас он такое немножко мягенькое. Но какой-то хруст. Хрустит. Некоторый хруст. Слушай, мне очень нравится. Тесто реально прям темпура. И что-то мясное, мне кажется. Судя по запаху. Котлетка. Котлетка, но у меня ощущение, что они как-то не дожарили. Ну, то есть, не знаю, но мне кажется, что фарш, он выглядит как будто немножко сыроватый, нет? Слушай, ну потому что это же не все фарш, это же не сплошное мясо, оно с этим как бы тестом. Так что крокеты, они должны быть мягкие внутри. Ну, с твоим пояснением стало понятнее. Мне, кстати, очень вкусно. Я бы захейтила, сказала, что у них мясо сырое. Какой-то круглый. Я думаю, что, скорее всего, это рыбный. Рыбный? Наверное. Да, пахнет рыбой. Да, точно. Очень вкусно из-за того, что они размякли, они разваливаются. Хотелось бы, чтобы ты, хоп, кусочек такой, оп. Взял, откусил, да. Потому что я думаю, что не предполагается, что ты это целиком будешь в рот засовывать. Слушай, из тех крокетов, что мы ели за эти выходные, мне эти больше всех нравятся. Это очень вкусно, правда. Слушай, ты уверен, что там рыба? Мне кажется, там картошка. Я тебе уверен, что там рыба. Почему я не чувствую рыбу? Я чувствую одну картошку вообще. Я думаю, что там есть вариант, что там рыба и картошка. Это наша самая испанская часть этого обеда. Да ладно. Так, шпинат последний вид. Они такие какие-то самые неказистые. Какие-то два зелененьких уродца. Главное, что внутри. Внутри мне очень нравится. Я очень люблю шпинат. Тут шпинат, сыр, картошка. Чего еще можно желать? Денег. Да. Да, крокеты, даже несмотря на то, что они все взмокли, пока ехали, они все еще очень вкусные, их прям хочется доесть очень. И заказать еще раз тоже очень хочется. Уже не даст соврать, мы были на рынке, были в разных ресторанах. В Испании крокеты везде. Да. Это прям вот вкус Испании, они шикарные. Я в Испании 4-5 день. Вообще тут так вкусно. Это просто правда. Снос башни. Я стараюсь, не переедать, я стараюсь, так как это водится, вставать из-за стола таким легким чувством голода. Здесь я встаю из-за стола с легким чувством, что я обожралась. Советую, чтобы там 20% ты чувствуешь себя голодной, я вот чувствую процентов на 20-30, я чувствую себя переевшей. Мне кажется, с испанской культурой не сочетается такая философия, учитывая то, что они здесь сидят по много часов, обедают, там пьют вина, чупитосы и так далее, и продолжают есть. Я думаю, тут только если всего лишь 20% переедания, это хороший показатель, я считаю.
А вы, кстати, знаете историю того... Мы, кстати, даже не едим паэлью сейчас, я не знаю, хочешь оставить это видео, хочешь нет. У нас такая легенда здесь ходит про то, как появилась паэлья, не знаю, сколько это правда, но говорят, что якобы вот какая-то женщина испанская, видимо, трудящаяся крестьянка заболела или что-то такое, и муж хотел ей сделать приятное, их накормить, все дела, а так как все мы знаем, что раньше мужчины готовить не умели, то он, в принципе, взял все, что было в доме, нашинковал это, кинул в рис. И назвал это красивым названием паэлья, которое можно поделить на параэлья, то есть для нее. И это такая вот история любви. Это тоже мило. Хотела сказать что-то гадкое, но не придумалось. Переходим к следующему блюду. Нравится у них вот эта вот наклеечка. Ты покажи камере, что это какие-то овощи с глазами. Овощи очень милые, но сам как бы... Не знаю, но это очень мило, посмотрите, какие дружелюбные. Едят, они глядят. Что это такое? Мы не знаем. Сейчас, когда откроем, тогда узнаем. Мне маникюрщица сказала, что с моим укреплением на ногтях я могу... Гайки закручивать? Выкручивать гайки. Кто это? Сейчас я расскажу тебе, кто это. Проволоны на гриле с грибами и карамелизованным луком. Я подумала, что это свекла. Это жареный сыр. Это жареный сыр? Да, проволоны вот это жареный сыр. На нем сверху грибочки и карамелизованный лук. Подумала, если честно, что это драник. Драник. Я вот из всего, что мы заказали, я, наверное, вот это хотела больше всего. И еще один, конечно, момент, что жареный сыр сейчас похож на подошву немножко, ребят, к сожалению. Можно я буду как варвар рвать сыр? О, понеслась. Вы уже заметили, я думаю, что я гораздо более непривередливая. Нет, я очень люблю еду, на самом деле, и у меня и контент всякий про еду тоже есть на ютубе. Зеня Диддат. XENAA. Смотрите мои видосики про еду. Упал гриб. Вернись. Я все прощу. Что за лев тигриный? Мне очень нравится. Так. Я думаю, что если бы он был свежий в ресторане, и он был бы вот здесь хрустящий, здесь у него вытекало, это вообще был бы ра. Ра-мяу будет. Ты мне так распиарилась. Я же боюсь тебя распиаривать. Я скажу вкусно, ты откусишь, скажешь говно. На что это похоже? Ксюша это описала как не подошву из сыра. Во-первых, сыра реально много. Ощущение, что там еще какой-то есть, возможно, какой-то крахмал или, возможно, какая-то картошка. Кляр, да. Мне лично живется не как сыр, но как оладья с очень большим количеством сыра. Да, как лепешка. Да, вот как лепешка. Я говорю, что мне кажется, если бы он был в ресторане только что с кухни, он был бы гораздо мягче. Карамелизованный лук божественный. Он прям стал таким очень-очень красивым и очень сладким. В чем прикол карамелизации лука? Что если лук очень долго жарить на низкой температуре, он начинает выделять сахар. Но в этом прикол карамелизации, что если его слишком быстро пожарить, он не будет сладким. Так что видно, что тут время было уделено луку. Время было потрачено. Блин, я хочу съесть всю эту штуку просто. Просто вот так вот. Ксюш, не убивай меня, но я, честно, не разделяю твоего восторга. Ну, мне что-то слишком зажарено, мне слишком пережарено. Я забыла, у тебя просто очень нежный желудок, очень нежная палитра. И просто вот мы с Женей дружим лет 15, наверное, уже, может, больше, да? И за это время мы определенное количество раз, тысячи, я думаю, раз ходили в рестораны, кафе и так далее. И если вы не знаете этот лор про Женю, как подписчики ее канала, лор таков, что Женя чувствительна безумно просто к жирам, к специям. То есть, если там будет черный перец, это уже будет пряность. Поэтому... Так это пряность! Черный перец — это пряность! За эти годы нашей дружбы одна из фраз, которые чаще всего от тебя слышу, это слишком жирно, блин. Так что Женя у нас фея, а я гремлин, который любит жареный сыр. Я люблю жареный, мне нравится сыр моцарелла, который зафритюрен. Ну, это какая-то прям совсем американская классика для тоддлеров. Ну, это... Вот это для взрослых. Когда мы закончим это снимать, я вгрызусь в него так. Мне... Сейчас я объясню. По мне слишком пережарено, слишком вот прям зажарено. Мне, если сюда плюхнуть какой-нибудь сметанки, зайдет вообще отлично, но это уже будет драник, это уже не будет то, что не задумывали. Но понимаю, почему его понравилось тебе. Это звучит как-то... Вау, я не знаю, что это должно означать обо мне, как о человеке сейчас, ну ладно. Ты права, что оно действительно прям все довольно-таки сладкое.
Да. И лук сладкий, и сам сыр почему-то сладкий. Я люблю сладкое, но что-то лично мне не зашло. То есть я бы не стала доедать, я бы отдала Гастону, а Лёше... Я буду вгрызаться после съемок, и я бы стала заказывать еще раз, но я бы стала заказывать именно непосредственно сидя в ресторане. Просто посмотрите на этого типа. Какая милая Такой равиоли. френдли. Вообще котик. Котик. Тактильный котик. Тактильный котик. Вот как я переведу на английский тактильный котик? Tactile kitty. Ну, чтобы, близко просто. ну, чтобы передать всю эту мерзость, которую мы вкладываем в это словосочетание. Мне кажется, невозможно тоже. Непереводимый фольклор. Да, Непереводимый русский экспатский фольклор. Ксюша просто великолепно говорит по-английски, и иногда я к ней подкатываю с фразами типа, а вот как перевести, как Бог пошлет, как Бог на душу положит, да. Как перевести 30 с гаком? С хвостиком. С хвостиком. Ну, с хвостиком это другое, с гаком это вот... Да, это прям разное. То есть, другой вайб. мне кажется, если тебе 30, типа, 1, это с хвостиком, а если тебе 36, то это с гаком. Равиоли. Равиоли. Это у нас равиоли с мясом и прошутто котто. С мясом, и с Это другим мы, мясом. с мясом и с мясом. Это мы перешли конкретно на итальянскую сторону вопроса. Пахнет чуть-чуть стешенным дорогим кормом. У нее есть дешевый корм, а Блин, есть действительно дорогой корм. пахнет немножко кормом. Блин, И пахнет выглядят прям они, точно честно как корм. говоря, неприлично прям. Я почему-то допускаю до сих пор, что это будет очень вкусно, но просто вот эта консистенция, цвет соуса и кусочки прошутто, которые вот нарезаны вот таким нестабильным кубом, немножко выглядит Нестабильный куб. как продукт человеческой жизни. Мне все это искренне напоминает, да, вот тут я вижу 3 равиолинки, какую-то... 3 всего? А, Да нет, их я больше. как минимум 4 вижу, мне кажется, Sorry, там еще на sorry. дне больше. Я уже, да, Вот видите, я теперь контролер, я не позволяю Жене засирать рестораны больше, чем они заслуживают. Вот эта вот розовая ветчинка, она очень похожа на стешен дорогой корм, который мы покупаем очень редко, потому что он очень дорогой. На что похож белый соус, я даже говорить не хочу. Хотя он, кстати, не сильно заколдобился, пока оно ехало. Ну, Он на довольно мой жидкий. взгляд, сильно заколдобился, на мой Ну, взгляд... паста всегда плохо доезжает. Почти Ну, всегда. вообще-то на Кипре научу. Простите. За мясо внутри равиоли, оно какое-то такое темное, что аж практически зеленое, оно меня немножко пугает. Это надо целиком розу? Ага. Мне кажется, они туда положили какие-то незапланированные овощи, но я не понимаю, почему зеленые. Да. Но вкус чувствуется этого соуса бешамель, вареного теста и прошутто. Ну и, собственно, на этом все. Ну, это как бы вкусно, потому что ну, тесто бешамель и прошутто это вкусно. Жир, мясо. Я ничего не говорила. Это... Нет, я говорю, это вкусно. Да. Мне напоминает какой-то бутерброд или рулет с ветчиной, знаешь, такой. Ветчина вкусная вообще. Да, я с тобой согласна, что гораздо больше ощущается ветчина, чем мясо. Оно почему-то зеленое, я не знаю почему. Бешамель это называется mother sauce. То есть бешамель это максимально классическая простая база для любого кремового соуса, по сути. То есть, может быть, хотелось чего-то чуть более необычного. Но вкусно. Я бы это съела целиком еще спокойно. Если бы мне это принесли в ресторане, это было бы вкусно. В доставке это тоже доесть можно, доесть хочется, потому что просто очень вкусное сочетание. Но как будто бы не отработало оно заявленное. Но я считаю, что это большой плюс, что, несмотря на то, что она ехала и потела 40 минут доставки, соус практически не засох и абсолютно не разделился. Значит, это хороший бешамель. Да, он не расслоился. Какую оценку поставим? Вот типа вот оно не оправдало ожиданий, но было вкусно. Мне кажется, это Ну, такая четверочка какая-то. Или по 10-бальной. По 10-бальной я бы поставила, наверное, ну, конечно, 6-7. Блин, у нас так мало осталось, мы в целом и поесть чуть-чуть. Давай последнюю листу, Да. уже потом доедим это. Я уже тоже нацелилась. Мне нравится, что мы... это должно было быть за кадром. Мне нравится, что мы обосрали эти равиоли и такие, блин, давайте сейчас съедим их. Ну, Мне они кажется, вкусные, мне они кажется, просто... дополнительный балл за это должен быть. Ну ладно, хорошо, да-да-да, это честно. Потому что они не то, что они о себе заявляли, Да. они наврали в своей анкете в Тиндере, но по итогу мы посмеялись на этом свидании. Да. Они не такие изысканные, как хотелось бы, но они вкусные, блин. Да. Ну, пельмени с мазиком тоже очень вкусно. Вот это вот в таком же смысле вкусно. Да. Последний лот — это андалузский кальмар. И- При том, что это тоже довольно-таки распространенная испанская вещь, в том числе во всяких тапас-барах и так далее. Но я немножко переживаю, потому что он тоже в кляре, и он тоже наверняка вспотел. И еще такой момент, что вообще-то очень хочется его макать в какой-нибудь чесночный соус. А у нас его, видимо, не предусмотрено. Но лимона мы нальем на него. По-моему, выглядит многообещающе, и, по-моему, по сравнению с крокетами он не так сильно вспотел.
Да, вспотел меньше, я Так что согласна. у меня большие надежды, но все равно отсутствие какого-нибудь чесночного соуса меня прям сильно качает. Кальмар без чесночного соуса — деньги на ветер, поэтому у нас и дома даже ничего такого нет. Ну, не, мы должны есть то, что они предтракаемы. Ну, понятно. Они предполагают, что мы будем это есть вот так. Берешь щупальца. Хочу щупальца. Я возьму без щупальца. Холодный очень. Холодный. Я ожидала по виду почему-то. Я думала, что он будет прям совсем пресный. Он довольно-таки солененький, и лимон его хорошо оттеняет. Я, если честно, не так радужно настроена. Я... Да? Да. Ну, во-первых, почти весь его вкус это вкус фритюра. А ты ожидаешь макать зафритюренный кальмар во что-то там. Еще, мне кажется, он немножко пережаренный. Я не в восторге. Я тоже. А ты бы что поставила? Из 10, ну, типа, 5 максимум я бы поставила. Такое щедро. Оно жареное и соленое, но оно не может быть ужасным. Аргумент. Но андалузский кальмар свое громкое имя не оправдал. Ну по-моему. да, как андалузский кальмар ты ожидаешь, типа, тут как ты готовишься, я не знаю, мне надо просто кальмар в кляре, и ты такой, пиво. Причем я искренне люблю кальмара в кляре как концепт. Как-то так. Как-то мы на грустной ноте заканчиваем. Тест. Андалузский кальмар звучало массивно. Звучало гордо, звучало как мейн-эвент, но нет. Но не мейн-эвент. Не мейн-эвент, андеркард. Так. Эту шутку вообще никто не поймет. Рестлинговая шутка. Ну, с учетом того, что на Майорке всего 10 доставок, думаю, что это очень достойная доставка. Некоторые позиции прям очень даже достойные и прикольные. Артишоки просто little treasure of Mallorca. Да, я согласна, я бы тоже порекомендовала. Мне кажется, единственное, что, наверное, нужно воздержаться от жареных. Кроме крокетов. Кроме крокетов, да, если вы... Артишоки просто звезда этого вечера, даже несмотря на то, что они пытались колоть меня своими листьями. Мне очень понравились крокеты, и мне, ты знаешь, все-таки понравились равиоли, на самом деле. И мне кажется, еще нужно подсветить то, что на Майорке большинство ресторанов закрывается на сиесту в середине дня, а доставка вот эта конкретно работает. Так что если вы вдруг нашли себя Голодным. умирающими от голода, падающими в голодные обмороки в середине дня на Майорке, то это шикарный вариант. Ксения навсегда в моем сердечке. А еще ее можно найти В социальных сетях под ником Ксения Дидет, в Инстаграме, в Твиттере, на Ютубе. Лайфстайл, тревел, еда, рестлинг, конечно же, и все, что их объединяет. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео через неделю. Блин, опять вызнаться. Хорошо, почему нет? Да, это мило. Давай есть уже. Давай.